Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Если вы устали быть одним из многих мужчин и хотите перестать быть незаметным, пришло время действовать. Женщины не хотят и еще одного такого же, они хотят быть впечатленными, удивленными и привлеченными чем-то необычным. И если вы не выделяетесь, вас забудут. Женщины окружены парнями, которые делают одни и те же вещи, используют одни и те же фразы и ведут себя предсказуемо. Но сейчас вы узнаете, что действительно работает. Это не руководство для обычных мужчин, это руководство по стратегии для тех, кто готов кардинально измениться. Если вы примените то, что я вас научу, женщины начнут замечать вас издалека, и поверьте, они захотят быть рядом с вами. Но прежде всего, я буду честна. Ничего из этого не сработает, если вы не будете действовать. Нет смысла смотреть видео, читать тексты и соглашаться со всем, но при этом ничего не делать. Трансформация происходит, когда вы действуете, а не просто понимаете. Так что, если вы готовы перестать быть невидимым и стать мужчиной, которого хотят женщины, продолжайте читать. Здесь вы не услышите того, что хотите. Здесь вы услышите то, что нужно. Номер 1. Заботьтесь о своей внешности, как никогда раньше. Вот правда, которую никто не хочет слышать. Внешний вид имеет значение, и большое. Дело не в том, чтобы быть самым красивым, самым сильным или самым богатым. Дело в том, чтобы показать, что вы заботитесь о себе, что вы цените себя. Потому что, если вы не ухаживаете за собой, почему кто-то другой должен хотеть позаботиться о вас? Многие мужчины ходят с растрепанными волосами, неухоженной бородой и в мешковатой или плохо сидящей одежде. Это посылает сигнал, что вы не контролируете себя. Первый шаг – ухаживать за своими волосами. Неважно, у вас короткие, длинные, кудрявые или прямые волосы, главное, чтобы они были чистыми и аккуратно подстриженными. Найдите стиль стрижки, который подходит форме вашего лица, и регулярно поддерживайте его в порядке. То же самое касается бороды. Если у вас есть борода, держите ее аккуратной и ухоженной. Если бороды нет, убедитесь, что ваше лицо чисто выбрито или имеет ухоженную щетину. Следующий ключевой момент – это одежда. Перестаньте носить мешковатую или неподходящую одежду. Одежда, подходящая по размеру и подчеркивающая ваш силуэт, создает огромную разницу. Это не значит, что нужно носить обтягивающую одежду, но вещи должны сидеть по фигуре. Независимо от того, худой вы, накачанный или у вас лишний вес, главное, чтобы одежда сидела правильно. Мужчина в опрятной и чистой одежде уже опережает 80% остальных парней. Если вы не знаете, с чего начать, ищите идеи мужских стилей и подберите тот, который вам подойдет. Забота о себе – это не роскошь, это необходимость. Не думайте, что забота о внешности – это слабость. Это мышление проигравшего. Мужчина, который заботится о себе, ценит себя. И женщины замечают это издалека. Номер 2. Развивайте лидерское присутствие, куда бы вы ни пошли. Остановитесь и подумайте. Вы следуете за мужчинами, которые не уверены в себе? Конечно, нет. Женщины тоже. Лидерство – это не о том, чтобы командовать другими. Лидерство – это о том, как вы ведете себя и принимаете решения. Быть лидером – это быть мужчиной, который берет на себя инициативу и решает, куда идти и что делать. Если вы тот парень, который ждет, пока женщина все решит, вы уже проиграли. Женщины хотят мужчин, которые знают, чего хотят, и не боятся принимать решения. Это относится даже к мелочам, таким как выбор ресторана, фильма или места встречи. Знаете, какая самая худшая фраза, которую может сказать мужчина? «Как хочешь, точка». Если вы не можете решить даже, что поесть, как она сможет доверить вам более серьезные вопросы? Секрет лидерского присутствия – это развить свою ментальную автономию. Это означает, что вам не нужно одобрение других, чтобы принимать решения. В группе будьте первым, кто выскажет мнение. С ней будьте тем, кто предложит следующий шаг. Не спрашивайте, что ты хочешь сделать, и скажите, и давай сделаем это, тебе понравится. Мужчины, которые решают без страха, воспринимаются как уверенные в себе, а уверенность – это магнит для женщин. Лидерство не в криках, оно в действиях.
Мужчина с лидерской позицией не нуждается в словах, чтобы доказать это, он действует. Если вы хотите, чтобы вас запомнили, будьте мужчиной, который принимает решения, а не тем, кто ждет разрешения. Номер 3. Используйте силу взгляда, чтобы управлять игрой. Если вы думаете, что слова – ваше главное оружие, вы ошибаетесь. Глаза говорят больше 1000 слов. Визуальный контакт – это настолько мощный инструмент соблазнения, что многие мужчины даже не понимают его потенциала. Проблема. Большинство мужчин не могут выдерживать взгляд. Они смотрят вниз, в сторону или в телефон. Это передает сигнал о неуверенности. Если вы хотите быть мужчиной, который управляет игрой, никогда не отводите взгляд первым. Когда вы говорите с женщиной, держите взгляд уверенно. Не нужно пялиться устрашающе, но смотрите спокойно и уверенно. Визуальный контакт не должен быть вызовом, это демонстрация уверенности. Контролировать взгляд – это вопрос практики. Тренируйтесь дома. Смотрите себе в глаза в зеркало и удерживайте взгляд. Если вы не можете смотреть на себя, как вы будете смотреть на других? Взгляд уверенного мужчины управляет вниманием. Номер 4. Создайте таинственность. Никогда не раскрывайте все о себе. Если вы раскрываете все сразу, у другого человека нет причин оставаться заинтересованным. Тайна – это секрет желания. Женщины любят разгадывать мужчин. Если вы сразу рассказываете все, вы теряете этот эффект. Им становится скучно, потому что они уже все о вас знают. Не рассказывайте все сразу. Когда она спрашивает что-то, не отвечайте полностью. Скажите что-то вроде «И это интересная история, расскажу позже». Это вызывает ее любопытство. Другая техника – никогда не отвечать на вопросы прямо. Если она спрашивает «И где ты работаешь?» и вместо «И я менеджер по продажам» скажите «И я помогаю людям достичь нового уровня». Звучит просто, но это вызывает желание узнать больше. Если вы хотите, чтобы женщины хотели вас, делайте наоборот то, что делают все остальные мужчины. Пока они показывают все, вы показываете только часть. Пока они много говорят, вы говорите достаточно. Быть предсказуемым – это ошибка, которую совершают все. Будьте мужчиной, которого она не может разгадать, и она будет стремиться вас понять. Номер 5. Говори меньше, слушай больше и задавай мощные вопросы. Если ты тот мужчина, который пытается произвести впечатление, много болтая, ты уже допустил ошибку. Мужчины, которые говорят слишком много, теряют свою привлекательность очень быстро. Это происходит потому, что, болтая без остановки, ты раскрываешь о себе все и не оставляешь места для тайны. Тайна – это один из сильнейших триггеров притяжения. Более того, когда ты говоришь без остановки, женщина понимает, что ты пытаешься что-то ей доказать, что показывает неуверенность. Секрет здесь прост – говори меньше и слушай больше. Обращай внимание на то, что она говорит, и вместо того, чтобы отвечать историями о себе, задавай вопросы, которые демонстрируют подлинный интерес. Женщины чувствуют себя особенными, когда понимают, что ты искренне интересуешься ими. Это не просто вопросы типа «С чем ты занимаешься?» и где ты живешь. Эти вопросы слишком обычные, и любой мужчина может их задать. Тебе нужно задавать вопросы, которые активируют ее эмоции. Например, если она говорит, что любит путешествовать, не спрашивай, куда ты ездила. Вместо этого спроси, каким было самое запоминающееся приключение, которое ты пережила в поездке. Это заставит ее разум вернуться к эмоциональным воспоминаниям, а ты будешь рядом, пока она их вспоминает. Это создает мгновенную эмоциональную связь. Еще одна техника – стратегическая пауза. Когда ты задаешь вопрос, и она отвечает, не спеши сразу говорить что-то еще. Сделай паузу на несколько секунд. Это заставит ее почувствовать необходимость продолжать разговор и раскрыть о себе еще больше. И угадай, что. Люди любят говорить о себе. Чем больше она говорит, тем сильнее она чувствует связь с тобой. Номер 6. Работай над языком тела и приобретай осанку альфы. Если ты до сих пор не понял силу языка тела, ты серьезно отстаешь. Тело говорит больше, чем слово. Бесполезно произносить идеальные фразы, если твое тело передает сигнал неуверенности.
Если ты входишь в комнату, опустив голову, сутулившись и глядя в пол, ты уже проиграл еще до того, как открыл рот. Мужчины с сильной осанкой, которые ходят уверенно и занимают пространство, автоматически привлекают внимание. Им даже не нужно говорить. Женщины чувствуют, что в таком мужчине есть что-то особенное. Чтобы развить осанку альфы, нужно работать над 3 ключевыми моментами – плечи, грудь и шаги. Во-первых, плечи. Держи плечи слегка отведенными назад и расслабленными. Это автоматически расширяет твою грудь и делает тебя визуально больше. Во-вторых, грудь. Уверенный в себе мужчина ходит с грудью, слегка поданный вперед, как будто он готов встретить любой вызов. Не нужно преувеличивать, цель не в том, чтобы раздуваться, а в том, чтобы излучать уверенность. Наконец, шаги. Иди медленно, контролируя свои движения и с твердой походкой. Нервные мужчины ходят быстро, как будто пытаются убежать. Уверенные мужчины идут в своем собственном темпе, спокойно и целенаправленно. В следующий раз, когда ты будешь идти в общественном месте, обрати внимание на то, как ты ходишь. Если ты идешь быстро и смотришь в пол, ты сам себе вредишь. Измени это немедленно. Также обрати внимание на то, как ты сидишь. Не скрещивай руки или ноги в закрытой позе. Сиди расслабленно, с открытым телом и видимыми руками. Это показывает, что ты чувствуешь себя уверенно и комфортно, и женщины замечают это издалека. Мужчины с уверенной осанкой выделяются в любом месте, будь то бар, вечеринка или обычная беседа. Номер 7. Имей интересную жизнь, чтобы они захотели быть ее частью. Мужчины с однообразной жизнью не вызывают желания. Если ты делаешь одни и те же вещи с понедельника по воскресенье, почему женщине будет это интересно? Женщины жаждут приключений, новизны и эмоций. Если у тебя нет жизни, в которой она захочет участвовать, она не будет тобой заинтересована. Интересная жизнь не означает быть богатым или жить в роскоши. Это то, что многие мужчины неправильно понимают, и поэтому ничего не меняют. Интересная жизнь – это когда у тебя есть страсть к чему-то, и ты посвящаешь себя этому. Это может быть хобби, проект, цель или образ жизни. Главное, чтобы у тебя были занятия за пределами работы и дома. Если все, что ты делаешь, это работа и просмотр сериалов, ты становишься предсказуемым и скучным. Если у тебя еще нет хобби, начни сейчас. Это может быть что-то простое, например, занятие спортом, изучение нового навыка или участие в волонтерских проектах. Женщины привлекаются к мужчинам действия. Когда ты в движении, развиваешься и растешь, она видит, что ты не стоишь на месте, и это побуждает ее хотеть быть частью этого пути. Более того, когда у тебя есть интересная жизнь, ты автоматически становишься интереснее в беседах. Вместо того, чтобы говорить о своей работе или новостях дня, ты можешь делиться своими опытом, вызовами и достижениями. Это активирует ее любопытство, потому что она видит, что ты находишься в постоянном движении и развитии. И знаешь, что произойдет потом? Она захочет быть частью этого. Номер 8. Прикасайся нежно, но намеренно. Прикосновение – один из самых мощных способов создать эмоциональную и физическую связь. Но будь осторожен. Неверное прикосновение в неподходящий момент может все испортить. Не будь навязчивым. Не будь тем парнем, который постоянно ее трогает, потому что это создает дискомфорт. Секрет в том, чтобы прикосновение выглядело естественным, спонтанным и ненавязчивым. Вот ключ. Начинай с легких и быстрых прикосновений. Например, во время разговора слегка прикоснись к ее руке, когда рассказываешь шутку. Это прикосновение должно длиться 1-2 секунды, после чего ты убираешь руку. Держать руку дольше не нужно. Кратковременное прикосновение активирует сигнал в ее подсознании, но не выглядит навязчиво. Другой способ использовать легкое прикосновение – это движение при переходах. Если вы идете вместе и собираетесь повернуть, слегка коснись ее спины на 1 секунду и убери руку. Этот жест передает ощущение защиты и контроля, а также активирует триггер близости. И знаешь, что произойдет, когда она это почувствует? Она начнет чувствовать себя комфортно и в безопасности рядом с тобой. Ошибка, которую совершают многие мужчины, это навязчивые прикосновения.
Они кладут руки на плечо, лицо или волосы женщины без причины. Это не привлекательно, это навязчиво. Сила прикосновения в его неожиданности. Еще одна полезная техника – зеркальные прикосновения. Если она первая прикоснется к тебе, отрази этот жест. Если она коснется твоей руки во время разговора, через несколько минут ты можешь сделать то же самое. Это создает мощную психологическую связь, потому что ее подсознание интерпретирует это как синхронизацию ваших действий. Номер 9. Покажите, что вы мужчина с целью и амбициями. Если есть что-то, что инстинктивно привлекает женщин, так это мужчина с целью и амбициями. Мужчина без направления, который просто плывет по течению и не вызывает интереса ни у кого. Это происходит потому, что женщины не хотят быть рядом с тем, кто потерян, и они хотят мужчину, который знает, куда идет. И прежде чем вы решите, что амбиции означают большое количество денег, это не так. Амбиции заключаются в том, чтобы иметь четкие цели и быть готовым бороться за их достижение. Это значит не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Женщины автоматически чувствуют, когда мужчина имеет цель. Это заметно потому, как он говорит, как он двигается и принимает решения. Мужчина без цели всегда нерешителен, постоянно меняет свои планы, тогда как мужчина с целью тверд и уверен. Если вы хотите привлечь больше женщин, определите, чего вы хотите от жизни. Не ждите, что все само случится, создайте свои собственные планы и говорите о них с убежденностью. Когда вы говорите о своих целях и ясно показываете, что вас ничто не остановит, женщины понимают, что вы не просто один из многих. Вы становитесь кем-то, за кем стоит идти. Мужчина, движимый целью, пробуждает желание принадлежать. Когда она видит, что вы строите что-то великое, ее инстинкт говорит ей: «Если я не стану частью его жизни сейчас, он достигнет всего этого без меня». Не нужно придумывать грандиозную цель, но имейте реальные и достижимые цели. Это может быть желание улучшить свою карьеру, позаботиться о своем здоровье, освоить новый навык или начать свой бизнес. Главное – это направление, и показать это через свои действия. Говорить о своей цели – это хорошо, но демонстрировать ее своими действиями еще лучше. Номер 10. Овладейте силой молчания и не бойтесь дискомфорта. Большинство мужчин совершают серьезную ошибку – они боятся молчания. Когда они разговаривают с женщиной, и наступает пауза, они спешат заполнить ее, говоря что-то, лишь бы не было тишины. Это не только выдает нервозность, но и показывает отсутствие эмоционального контроля. Обратите внимание, мужчина, который контролирует молчание, контролирует атмосферу. Если вы замечали, самые уважаемые мужчины в любой группе говорят мало, но когда они говорят, их слушают. Это происходит потому, что они не боятся дискомфорта. Они знают, что молчание – это мощное оружие. Оно создает напряжение, ожидание и, главное, тайну. Когда вы молчите, другой человек чувствует необходимость заполнить это пространство. А тот, кто спешит это сделать, теряет контроль над ситуацией. На свидании или в разговоре с женщиной практикуйте молчание. Задайте вопрос, выслушайте ответ и сделайте паузу на 2-3 секунды, прежде чем ответить. Не торопитесь говорить. Этот простой жест демонстрирует эмоциональный контроль. Женщины почувствуют это сразу. Еще одна ситуация, где сила молчания проявляется особенно ярко, это конфликты или провокации. Если кто-то пытается вас задеть или вывести из себя, не реагируйте сразу. Посмотрите человеку в глаза, помолчите несколько секунд и только потом отвечайте спокойно и уверенно. Это показывает, что вы не импульсивны, а обладаете контролем над своими эмоциями. Такой тип поведения невероятно привлекателен для женщин. Молчание – это не пустота. Молчание – это сила. Если вы не контролируете молчание, молчание будет контролировать вас. С сегодняшнего дня начните практиковать это. Не бойтесь дискомфорта. Более того, полюбите дискомфорт, потому что именно в нем проявляются сильные мужчины. Номер 11. Демонстрируйте хладнокровие в трудных ситуациях. Вот истина, которую многие мужчины не понимают. Мужчина, который теряет эмоциональный контроль, теряет уважение. Если вы срываетесь из-за каждой мелочи, кричите, злитесь или позволяете гневу овладеть вами, вы показываете всем вокруг, что не контролируете себя.
Это не только отталкивает женщин, но и заставляет людей вокруг терять к вам доверие. Теперь представьте противоположное. Представьте, что вы оказались в ситуации стресса, давления или провокации, но вместо того, чтобы реагировать импульсивно, вы сохраняете спокойствие, глубоко дышите и отвечаете ясно. Это поведение лидеров. Это то, что женщины восхищают, а мужчины уважают. Хладнокровие – это навык, и, как любой навык, его можно развить. В следующий раз, когда вы окажетесь в напряженной ситуации, не реагируйте сразу. Глубоко вдохните, досчитайте до 3 и только потом принимайте решение. Очень часто вы поймете, что проблема не так велика, как казалось. Мужчины, которые легко теряют контроль, демонстрируют эмоциональную слабость. Это спокойствие в хаосе заставляет женщин видеть в вас опору. Они думают, и если он сохраняет спокойствие сейчас, он станет моей защитой, когда появятся проблемы. Это создает чувство безопасности и защиты, то, что женщины ценят больше всего. Если вы хотите быть мужчиной, которого желают все женщины, научитесь сохранять спокойствие, даже когда кажется, что все вокруг рушатся. Номер 12. Покажите, что вы не нуждаетесь в них, но они могут быть с вами. Вот золотое правило притяжения. Мужчина, который нуждается во внимании, никогда его не получает. Мужчина, который не нуждается в внимании, всегда его имеет. Когда вы показываете, что вам не нужны женщины для того, чтобы чувствовать себя хорошо, происходит нечто волшебное, они начинают вас добиваться. Это потому, что женщины не хотят завоевывать то, что уже подарено. Они хотят завоевывать то, что редкое и труднодоступное. Большая ошибка многих мужчин – это ставить женщин и целью своей жизни. Они живут, чтобы завоевать кого-то, и, когда это не удается, чувствуют разочарование. Вот правда, чем больше вы сосредотачиваетесь на них, тем дальше они становятся. Но если вы сосредоточены на себе, на своем развитии и становитесь сильнее, они сами приходят к вам. Это не значит, что нужно относиться к женщинам с презрением. Наоборот. Уважайте их, но покажите, что вы не отчаянны. В разговоре не будьте тем, кто отвечает мгновенно. Если она пишет вам сообщение, не бегите сразу отвечать. Делайте это, когда вам будет удобно. Это не игры, это демонстрация того, что у вас есть приоритеты и ваша жизнь не вращается вокруг нее. Ошибка многих мужчин – думать, и если я не дам внимания, она уйдет. Правда в том, что если вы дадите слишком много внимания, она уйдет. Люди ценят только то, что кажется редким. Если вы всегда доступны, вы становитесь и дешевыми, и на рынке внимания. Но если вы выборочно и показываете, что не нуждаетесь ни в ком для счастья, они начинают видеть в вас редкого мужчину. Это применимо не только к романтическим отношениям, но и ко всем аспектам жизни. Независимый мужчина, который живет не ради того, чтобы угождать другим, автоматически воспринимается как более сильный, более уважаемый и более желанный. Женщины хотят сильных мужчин, а не зависимых. Так что, если вы живете, чтобы угождать женщинам, остановитесь прямо сейчас. Живите для себя. Стройте жизнь, которая будет увлекательной для вас, и они захотят стать ее частью. Если вы примените эти 12 техник, вы станете мужчиной, которого желают все. Не будьте мужчиной, которого забывают. Будьте мужчиной, который заполняет их мысли. Обычные мужчины хотят угодить женщинам, необычные мужчины строят потрясающую жизнь, и женщины хотят быть ее частью. Вся сила в ваших руках. Теперь все зависит от вас. Будьте мужчиной, которого женщины не смогут игнорировать.